Режим в очередной раз доказал, что является продолжателем худших советских традиций. В этот раз речь идет о так называемых невозвращенцах из числа участников международных мероприятий. Советским спортсменам доводилось таким путем сбегать из-за железного занавеса, а теперь по нему была вынуждена пойти белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская. Спортсменка принимала участие в Олимпийских играх Токио, но ее исключили из-за национальной команды после того, как она записала эмоциональное видео с критикой тренеров и спортивных чиновников. Причиной рассказать о происходящем стало включение Тимановской в состав участниц эстафеты без ее ведома. Вскоре девушка удалила запись, но видео уже разлетелось по соцсетям и СМИ. После этого в комнату к атлетке пришел главный тренер сборной Юрий Моисеевич и приказал собирать вещи. Представители нацкоманды купили ей билеты и сопроводили в аэропорт. Тимановская опасалась, что в Беларуси ее могут лишить свободы из-за ее высказываний. Чтобы не допустить принудительного выдворения на родину, бегунье пришлось просить помощи у японской полиции. Оказавшись в безопасности, спортсменка написала заявление на предоставление политического убежища в Польше. В свою очередь, польская сторона заявила, что готова принять Тимановскую и обеспечить ей продолжение спортивной карьеры. Мужу и маленькому ребенку атлетки пришлось срочно выехать из Беларуси в Киев из-за опасений за свою безопасность. По словам представителя фонда спортивной солидарности Александра Опейкина, Кристина уже направилась в Польшу и с ней все в порядке, насколько это возможно после пережитого стресса. Отметим, что у руководителя НАУ Павла Латушко появилась информация о том, что решение об эвакуации Тимановской в Минск принимал лично Лукашенко. Судя по всему, диктатора сильно задело высказывание спортсменки, и в лучшем случае после ее возвращения в Минск стоило бы ожидать очередного покаянного видео, а в худшем уголовного обвинения и лишения свободы. После попытки насильственной депортации Кристины Тимановской платформа «Голос» и Фонд спортивной солидарности предлагают всем неравнодушным к этой ситуации написать в Международный олимпийский комитет обращение о лишении аккредитации всех причастных к нарушению прав атлетки. Ссылку на текст обращения мы оставим в описании к этому видео. В белорусских школах не хватает учителей, а на педагогические специальности в вузах недобор такой, что поступить туда можно, даже имея 10 баллов по тестированию. Самая острая нехватка кадров наблюдается в сельских школах. Решение этой проблемы нашлось в самом неожиданном месте – церкви. На днях экзарх всея Беларуси Вениамин дал интервью провластному каналу, рассказав о планах священников начать преподавать в школах. По словам представителя духовенства, в рядах священнослужителей появился новый тренд заниматься помимо службы любимым делом и пополнять таким образом семейный бюджет. А поскольку семьи у православных батюшек, как правило, достаточно большие, то и работать им нужно много, чтобы прокормить всех детей. Вениамин предложил на законодательном уровне сделать так, чтобы священники смогли преподавать в школах. Таким образом можно будет убить двух зайцев – и с дефицитом учителей разобраться, и дать дополнительный заработок батюшкам. Священник также отметил, что его коллеги по умолчанию плохому детей научить не смогут. Видимо, духовенство намерено доносить до школьников, что вся власть от Бога. В таком случае нет сомнений, что соответствующий закон будет принят в самое ближайшее время. Ведь Вениамин не раз демонстрировал свою преданность Лукашенко, в том числе устраивая чистки неблагонадежных священников. Под каток православных репрессий попали все те, кто посмел выразить несогласие с насилием силовиков и поддержать мирных белорусов. Судя по всему, самые идейно чистые святые отцы в роли учителей продолжат промывать детям мозги историями о справедливом возмездии, животворящими дубинками для тех, кто грешит, надевая одежду белых и красных цветов. На прошлой неделе мы рассказывали вам, как на МТЗ, Минском моторном заводе и коммунарке сотрудников подкупают вакцинироваться, обещая заплатить за это от 80 до 100 рублей. А вот в Минском метрополитене решили с работниками не церемониться и заставить сделать непризнанную во всем мире вакцину кнутом без пряника. Они согласны, грозятся уволить. С работниками транспортного парка номер 1 будут поступать не так радикально. Там за отказ вакцинироваться будут просто лишать законного отпуска. В МЧС и воинских частях та же картина. Солдат пугают статьями о невыполнении приказа и угрожают гауптвахтой на 10 суток. Подобные случаи уже происходили в Полоцком погранотряде, в Витебске, Березе и Печах. Но даже после вакцинации отношение к солдатам не меняется. У многих бывают побочки в виде высокой температуры, но их все равно заставляют работать, идти в строй и выполнять приказы. Важно отметить, что совсем недавно нелегитимный заявил о том, что обязательной вакцинации нет и не будет. Хотя слова диктатора уже давно ничего общего с реальностью не имеют.
Операция «Жарат» киберпартизан набирает обороты. По словам участников акции, теперь она приобрела диверсионный характер. После успешных хакерских атак на базы данных МВД настала очередь фоторадаров. Удар по системе камер фиксации скорости принес неожиданные результаты. Выяснилось, что радары не только фиксировали превышение скоростного режима, но и использовались для слежки за врагами незаконной власти. После получения контроля над камерами киберпартизаны смогли удалить из базы данных более 120 тысяч текущих штрафов. Таким образом, режим не досчитается солидной суммы, которая могла бы пойти на оплату услуг красавцу Лукашенко и наводнение улиц красной и зеленой символикой. Как сообщают активисты инициативы «Супротив», теперь камеры находятся под их контролем, и это можно расценивать как демонстрацию способности партизан нейтрализовать сопротивление агонизирующего режима в момент X. При этом некоторые радары оставили в рабочем состоянии, чтобы не искушать лихачей. Как мы видим, госпропаганда сильно заблуждается, когда пытается всех убедить в том, что протесты окончательно сдулись. Очевидно, что последнее слово останется за белорусскими партизанами, которые успешно противостояли предыдущей фашистской оккупации и не позволят врагу поработить страну в этот раз. После студенческих протестов, которые начались около года назад, из страны уехали более 1000 студентов. Но на этом нелегитимная власть останавливаться не стала и начала кошмарить уже студентов иностранных, которые приезжают получать образование в нашу страну и платят за это немалые деньги. На днях в телеграм-каналах появилось видео брутального задержания молодого человека из Африки, который учится в НТУ. Молодой человек, выходя из своего общежития, перешел дорогу в неположенном месте, что привлекло внимание правоохранителей. Так как студент не говорит на русском, а сотрудники милиции не понимают английского, парень попытался позвать друга, чтобы тот помог с переводом. Силовики подумали, что молодой человек пытается убежать, и избили его. Проявленное насилие в отношении студента милиция объяснила тем, что тот якобы оказал неповиновение законным требованиям сотрудников. Однако на видео четко видно, что парень ничего не делает, спокойно идет, как вдруг один из силовиков сбивает его с ног и начинает избивать. Непонятно, откуда такая агрессия, и задумываются ли так называемые стражи правопорядка, что своими действиями доведут страну до того, что скоро топовые университеты Беларуси останутся пустыми, так как адекватные люди навряд ли захотят получать образование там, где в любой момент тебя могут избить и бросить за решетку. Фонд спортивной солидарности объявил о проведении марафона «Свободы», который пройдет с 7 по 16 августа. Задача участника – пробежать символические 2334 метра. Это номер народной статьи, по которой были осуждены более 35 тысяч белорусов. Для участия нужно всего лишь зарегистрироваться по ссылке, которую мы оставим в описании к этому видео, и выбрать пакет марафонца от участия с бесплатной регистрацией до платных вариантов с эксклюзивными подарками. Вырученные средства пойдут на поддержку благотворительных инициатив, помощь пострадавшим, оплату штрафов и адвокатов. Каждый из 10 дней онлайн-марафона будет посвящен отдельной категории смелых белорусов, от медиков до студентов, всем тем, кто не побоялся высказать свою гражданскую позицию, несмотря на репрессии и давление со стороны режима. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живи Беларусь!